Нуртас Адамбай. Вот. Казалось, более человек, который снимал фильмы про цивилизованную девушку, которая Мгм. Килинка, там, по-моему, фильм Да, называется, да, да. говорила о цивилизации девушки в ауле. И вдруг он, с его уст мы слышим исламизации. Да, конечно, в первую очередь хочу выразить свое восхищение, восторг творчеством Димаша. Это особая гордость, я считаю, нашего народа казахского. И я бы хотела попросить, если кто-то сможет помочь нашему приюту, одним словом, да, потому что наш приют сейчас не действует круглосуточно, потому что у нас нет финансирования. Ну, раз вы рассказали о кейсе, о мужчине, который тоже был в вашем приюте, Да, тогда уже скажите до конца, чтобы мы знали, чтобы люди понимали, что за мужчина да, обратился и что такие. да. Да, у нас как было, значит, одну семью полицейские, к нам же часто еще полицейские привозят в приют, потому что мы сотрудничаем, это очень важно, да, это хорошо. Основная часть обращается по телефону, конечно, 80% сами к нам обращаются по телефону, доверие, мы их принимаем. А порядка 20% к нам доставляют из полиции, кто-то знакомый и так дальше. Так вот, эта семья как к нам попала? Позвонил полицейский, сказал, вот у меня женщина в отделении полиции сидит с 6 детьми, им некуда идти, они жертвы насилия, примите, пожалуйста. Я сказала, хорошо, привозите. И вот он привез к нам в приют, и мы разместили. Оказалось, что эта женщина подвергалась насилию со стороны ее родного брата. У нее единственный брат, они сироты вообще, и у нее только он единственный брат, и вот этот брат живет с нею, он взрослый, ей лет 30 уже 8 было, этому брату, наверное, за 30. И вот он периодически, в общем-то, совершал физическое насилие после алкогольного опьянения в отношении вот этой женщины, семьи и так дальше. После этого мы ее приняли, конечно, и потом мы стали, конечно, заполняем все эти наши протоколы, документы, семейный статус выясняем. И выясняется, что у них есть отец у этих детей, есть муж у этой женщины. Я говорю, а где он сейчас находится? Оказывается, он работает, выполняет отдельные заказы строительные, он ремонтными работами занимается, еще что-то, разнорабочий, так скажем, да. Вот. И он находился где-то в горах, там выполнял какой-то заказ, там что-то ремонтировал, какой-то дом. И я говорю, ну слушайте, если он там где-то, пусть семья воссоединится, пусть они будут жить вместе, то есть родителям, детям нужен отец, тем более он не абьюзер, он не агрессор, да, вот. Поэтому я сказала, пусть он придет, пусть он живет в приюте. И вот эта женщина, мужчина пришел, семья воссоединилась, и они стали жить. Более того, вот к вопросу о воссоединении семьи. Часто бывает так, что семьи вынуждены разделиться. Вот из этой семьи девочки одной не было. Девочка жила в Кызылординской области у родственников, потому что семья не могла полностью всех детей содержать. Девятилетняя девочка, потом она воссоединилась, только потому, что они жили в приюте, у них была однокомнатная квартира, мы же арендуем жилье таким образом на тот момент. И вот они жили вот таким вот образом, и у них была возможность забрать свою дочь, и семья воссоединилась полностью. То есть таким образом мужчина у нас был в нашем приюте. Он тоже подвергался, кстати, насилию в тот момент, когда, ведь не все же мужчины могут противостоять друг другу, в тот момент, когда этот брат бил, как бы агрессию проявлял по отношению к семье, он убегал, этот мужчина, он не мог справиться с ним. И каждый раз убегал, оказывается, видите? То есть он не мог защитить семью, поэтому эта семья обратилась в полицию. Вот и они у нас прожили. Значит, я хотела бы такой вопрос задать по исламизации. Мы видим, что женщин все больше и больше на улицах, носящих хиджаб. Ну, я думаю, что и у вас тоже в приюте есть такие женщины. Исламизация общества. Как вы вообще относитесь к этому процессу? Вы знаете, у меня отношение поменялось. Конечно, я понимаю, согласно Конституции, у нас есть свобода вероисповедания, свобода совести. И я всегда считаю, что человек это очень интимный вопрос. Это такая приватная сфера, вопрос веры и так дальше. Никто не вправе что-то вообще говорить, дискутировать, обсуждать, да? И даже в нашем приюте была в 17 году женщина беременная, поступила к нам, и она носила вот как бы вот это вот одеяние закрытое, да? Лицо не было открыто, ну вот как оно называется, там у них много названий хиджаби. И мне тогда даже выговорили из управления, из акимата, что почему вы не написали докладную записку, что в вашем приюте находится эта женщина. Я говорю, в чем дело, почему я должна писать эту докладную записку?
Мне говорят, вот в управление там, по делам религии напишите, сообщите, что в вашем приюте находится эта женщина. Я говорю, нет, я как бы вообще в принципе не пишу никогда такого рода докладные на наших граждан. Я никогда не подам в суд на женщину, не буду судиться с женщиной никак, а тем более жертвами насилия, да. Ну и, короче, я отказалась, а мне стали разъяснять. Типа, я не понимаете, угрозы, риски, что все может произойти и так дальше. С этой женщиной все нормально, она вернулась домой, она родила у нас в приюте, это был первый ребеночек. В нашем приюте, кстати, родила 6 детей. И О, мы весь этот цикл, да, девочки, мальчики, да, и мы проводим все ритуалы, рождение, беременность, сопровождаем, мы прикрепляем в поликлинике, в родильные дома, ходим, потом выписываем с шарами, с цветами, все как сколько у положено. вас То есть информации? Эту информацию надо выкладывать, и пусть люди видят. ну, я в Фейсбуке, да, я выкладываю, в Фейсбуке пишу посты, конечно, да, но вот YouTube канал нет, я еще не вела. Да просто, оказывается, физически, я вот подумала, Жанар, да, почему действительно, ну, это физически нереально, эмоционально, потому что ты постоянно 24 часа вот в этом процессе, и мне важно обеспечить, ну, жизнеобеспечением же я занимаюсь, да, как директор приюта, безопасность обеспечить должна, поэтому мне не до этого. Хотя я должна сообщить, у нас уже порядка 200 интервью я дала, 200 репортажей уже было сделано, и в том числе в приют к нам приходили, и женщины с закрытыми лицами, некоторые давали интервью, и есть много видеороликов и так далее. То есть мы как бы так информировали общество о том, что есть приют и что мы делаем, как мы помогаем женщинам. Вот возвращаясь к основному вопросу, по исламизации. Поэтому у нас мы даже проводили же гендерное исследование в 2016 году, в 2017 году, называлось оно «Политика в отношении сейчас скажем, положение женщин в контексте религиозной ситуации в Казахстане. Ну, тогда, в 2017 году, ситуация была как бы, она не так ярко, не так остро, поэтому как-то все так спокойно было. Сейчас вот эта дискуссия, я тоже в этой дискуссии не участвую на религиозные темы по поводу запретов хиджабов там и так дальше, тоже не участвую. Конечно, с точки зрения доступа девочек, носящих хиджаб, к системе образования, я считаю, что девочкам надо разрешить учиться. Девочкам нужно обязательно образовываться, несмотря ни на что. Второй момент. Все имеют право, я считаю, носить и одевать. Почему, когда мы дискуссию про глубину декольте разворачиваем и говорим о том, что глубина декольте определяет подверженность насилию, или короткая юбка, или яркая помада, да, как у меня сейчас, если яркая помада, короткая юбка, то ты потенциально жертва насилия. Поэтому женщины, наоборот, в качестве протеста носят эти юбки, наносят яркую помаду, делают глубокое декольте, говорят, нет, вы все равно не имеете права совершать насилие в отношении нас. И здесь такая параллель, насколько она корректна, да, здесь немножко про другое, я понимаю, да, но очень непросто все. Все очень непросто, все неоднозначно. Поэтому говорить за исламизацию, про то, что вот у нас идет активная исламизация, я тоже не берусь, потому что нет статистики официальной, нет статистики количества. Да, есть информация о религиозных объединениях, об их количестве, о их регистрации, то есть они все же регистрируются. Вот. И именно вот наиболее вот чисто по каким-то внешним маркерам определяют, что именно это вот хиджабы ношение, оно вызывает беспокойство в обществе. Ну, как-то вот так. Но, наверное, еще и очень большое значение имеет то, что в СМИ сейчас очень много этот вопрос обсуждают. Например, очень молодые люди, которые никогда не относились, не имели отношения к исламу, сейчас вдруг стали, значит, очень активно пропагандировать ислам, но тут же Нуртас Адамбай, допустим, вот, казалось бы, человек, который снимал фильмы про цивилизованную девушку, которая Килинка, там, по-моему, фильм Да, называется, да, да. говорила о цивилизации девушки в ауле, и вдруг он, с его уст мы слышим исламизации. Это, мне кажется, что это какая-то вот наигранная часть, что ли, какой-то, может быть, ему дан, ну, наверное, я не знаю,
просили его что-то сделать. Мне кажется, это не от его души идет. Это человек совершенно другой, совершенно другой по сути своей. Вот как вы думаете, в СМИ сейчас прямо почему обсуждается этот вопрос? Может быть, хотят отвести наше внимание и сосредоточить внимание на исламизации, хотя на самом деле, как вы правильно говорите, такой вопрос, он, в общем-то, и не нужен его, актуальности его нет в обществе. Но очень возможно, у нас же любят специально запускать какие-то информационные поводы, да, и для того, чтобы раскручивать, чтобы поддерживать какой-то тонус, градус напряжения в обществе, да, и вот говорить об этом. То, что относительно Нуртаса Дамбая, я допускаю, что человек может менять свои взгляды, у человека меняется мировоззрение в течение всей его жизни. Поэтому я допускаю, что он вполне искренне верит, а так как у него такая артистическая натура, он очень искренне, открыто это демонстрирует. Я так к этому отношусь. Поэтому еще я так отношусь, это же уже другое поколение для меня, да, я уже более старшее поколение. Поэтому я думаю, это какое-то ребячество какое-то. Вот я к этому так отношусь, честно. Я с такой любовью, что ли, к этому молодому человеку. Он такой симпатичный молодой человек. Его комедийные фильмы я буквально недавно пересмотрела. Прям симпатичные фильмы такие, смешные. Но вы Вот. знаете, Поэтому я так. Маргарита, дело в том, что мы не можем назвать это ребячеством. Надо понимать, что каждый человек ответственен за то, что он делает. Если Ну просто да, говорить понимание, ответственность, он же должен понимать, что за ним идет большое количество людей, что не слушает и видит его. А для кого-то он является героем даже. Кто-то повторяет за ним, вот как попугай, что исламизация нужна в обществе. Он же должен иметь ответственность какую-то. Он же не да-да. мальчик умный, который занимается, который, как вы говорите, ребячествует. Ну, я уже в глагол это перевела. Да, 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 ага. Да, Жанар, ну я понимаю, я просто говорю о своем личном отношении, своем понимании, да, своем чувствовании. А так, если вот с точки зрения экспертной уже говорить, конечно, я понимаю, что он очень публичная персона, на него смотрят, ему подражают, и я это тоже допускаю, поэтому здесь как бы должна быть другая уже такая социальная или гражданская ответственность. Но опять же, тогда что мы ему можем вменить? Это его выбор, это его личный, приватный как бы, да, вот выбор. Так же получается. Да, Поэтому очень сложно. Ну, можно допустить, конечно, что за этим еще что-то стоит. Возможно, он получает финансирование там на свои кинопроекты. Хотя он, наверное, уже этим не занимается, потому что в исламе это харам тоже, да, все эти кино, развлечения, шоу, то, чем он занимался, это как бы запрещается в исламе, да, вот. Поэтому как-то все так неоднозначно. А, ну, как-то вот. ну хорошо, раз вы стали говорить о творческих людях, давайте продолжим говорить о них. Я Мгм. хочу сказать, что наш канал посвящен Димашу Кудайбергену, и сейчас вопрос будет касательно его. Димаш уже не только певец с мировым именем, он и общественный деятель. Ну, можно сказать, по факту, это пресс-конференции, которые организовываются специально для него, это Белоруссия, это в Индии, где он высказывает свою точку зрения по поводу происходящих событий. Ну, даже его песня «Война и мир», ну вот в этой песне он выражает свою точку зрения. Это песня, написанная им. А также я хотела бы сказать, что его семья также приглашается не только на музыкальные какие-то, значит, передачи, но и его семья общается, беседует с общественными деятелями. Вот у меня такой вопрос. Как вы думаете, какие взаимоотношения в семье у Димаша и как они повлияли на становление и развитие Димаша как личности, как певца с мировым именем, как представителя казахского народа? Ведь он уже бренд Казахстана, Димаш, наш Димаш Кудайберген. Да, конечно, в первую очередь хочу выразить свое восхищение, восторг творчеством Димаша. Это особая гордость, я считаю, нашего народа казахского, да. Он действительно звезда, мегазвезда. И, конечно, я с любовью, с большой любовью слушаю все его песни, и он меня умиляет, вызывает слезы радости. Я катарсис испытываю тоже, да, как
воспринимаю как произведение искусства, каждую его песню, конечно же. Что касается его семьи, я тоже, вот, в общем-то, смотрю, очень много они, много информации в СМИ и так дальше. Я понимаю, что это очень-очень традиционная казахская семья. И немаловажный момент, мы знаем, я же тоже выросла у дедушки с бабушкой, поэтому мне это тоже близко. Димаш вырос, в общем-то, был воспитан дедушкой и бабушкой. То есть в казахском традиционном обществе существовала такая культурная практика, когда дети, рожденные как бы у молодых родителей, передаются на воспитание своим родителям. А, Я в этом как бы вижу очень такой позитивный момент. И вот как раз-таки кейс Димаша об этом это и демонстрирует. А, и ему были переданы самые-самые высшие ценности: добро, гуманизм, красота, человеколюбие, любовь к своей родине, патриотизм. Это самые высшие чувства человеческие, которые присущи должны быть самым лучшим, так сказать, людям на земле. Это все было передано Димашу в его семье. А его родители на тот момент, молодые родители, они продолжали заниматься своей творческой деятельностью, они строили свою карьеру, ведь отец тоже как бы известен в музыкальной, так скажем, среде, да, А вы он и говорите очень государственный как бы. традиционно. Ну, а вы говорите очень традиционная семья. Здесь уже есть признаки современности. Работает и, как говорится, параллельно и воспитывает ребенка. Нет, я имею в виду вот по ценностям, казалось бы, да, вот, но здесь вот такой очень синтез такой достаточно красивый. То есть я бы хотела говорить о том, что у нас же тоже в обществе была дискуссия, порицающая эту культурную практику традиционного общества, когда передают детей своим родителям, и как бы такая вот. Но в этой семье вот эта модель, она идеально сработала. То есть там нет уже отчуждения между родителями и детьми. У Димаша, наоборот, есть его дедушка и с бабушкой, которые его воспитывали с рождения. У него есть родители, теперь тогда молодые, сейчас уже зрелые, состоявшиеся личности. И вот эта эмоциональная связь, она все равно есть, существует, и она его подпитывает. И у него получается двое мам и двое пап, по сути, да. То есть в этом смысле, я считаю, просто идеальная казахская семья, все же больше традиционная, потому что переданы вот эти традиционные ценности. Я не за тот традиционализм, который разрушает, да, античеловечен, а именно за такое. То есть нужно уметь, на мой взгляд, гармонично сочетать все вот эти ценности, присущие традиционному обществу и современному обществу. И здесь, конечно, то, что моя мама сделала карьеру и отец сделал карьеру Димаша, это тоже такая хорошая ролевая модель для Димаша. Поэтому все только самое лучшее об этой семье я могу сказать. А вы музыку Димаша практикуете у себя в приюте? Может быть, это музыкальная терапия для ваших женщин, для детей? Ну, на самом деле, да, но вот прям вот так вот, видите, как в приюте у нас все очень, вся работа, вся вообще, все взаимодействие с женщинами построено с точки зрения феминистской же перспективы. Поэтому я совершенно лично, никто из сотрудников не навязывали, не навязываем нашим женщинам какие-то предпочтения, культурные в том числе, мы такого ничего не делаем. Поэтому это их выбор, да, и они слушают, конечно, Димаша все слушают, Димаша все практически любят. И я думаю, женщины из приюта тоже. Я больше скажу, к нам даже приходила мать Карата Нуртаса, другого казахстанского певца, да, и, в общем-то, встречалась, и это тоже было очень благотворно. Конечно, если бы мы встретились с Димашем, с его семьей, это было бы вообще здорово. Вы знаете, мы хотели бы вас попросить, у нас одна просьба к вам есть. Вы не могли бы блиц-опрос провести в вашем приюте между вашими женщинами? Просто один вопрос. Как вы относитесь к Димашу? И очень коротко, чтобы они ответили там, положительно, люблю его, слушаю его. Ну, вы же понимаете, что такое блиц-опрос. Блиц-опрос, я готова. Хорошо, мы обещаем нашим зрителям, что мы обязательно выставим это видео на нашем канале с таким блиц-опросом. Обещаем? Конечно, конечно, я поддерживаю ваши традиции. Да. Но мы хотели бы завершить нашу встречу, дорогая Маргарита. Мы хотели бы выразить вам большую благодарность за то, что вы приняли участие в нашей встрече. Мы хотим вам пожелать здоровья,
просто огромного здоровья. Пожалуйста, будьте всегда на волне, будьте всегда вместе с нами. Пожалуйста, поддерживайте дальше, пожалуйста, дальше развивайте ваш приют, он очень нужен нашему обществу. А также мы вот сегодня почувствовали в ваших высказываниях по поводу законов, мы почувствовали какую-то надежду, что все-таки законы будут приняты, те законы, которые будут регулировать наше общество, они будут приняты, и они будут действовать. Я имею в виду, наверное, те эксперты, которые сегодня работают, они, наверное, будут прислушиваться к экспертам, которые работали до них. И вот, наверное, я бы хотела бы еще бы поблагодарить вас за вашу гражданскую позицию, за вашу активную гражданскую позицию. Спасибо вам большое за вашу вот такую вот поддержку ваших женщин, вашего приюта во время кантарских событий, во время коронавируса. Мы сами порой не знали, состояние было очень такое, очень страшное в тот момент, но вы вот поддерживали своим добрым словом, своей поддержкой мощной. Вы говорите, что даже здоровье потеряли в тот момент. Вот, у меня такая просьба, вернее вопрос. Вы хотели бы свое пожелание какое-то сказать нам? Мгм. Да, конечно, я бы хотела, я еще почему согласилась на интервью с вами, потому что я знаю, что у вас очень широкая аудитория, Жанар, и Да. я вас знаю как социолога, как доктора социологических наук, поэтому я вам очень доверяю, и я знаю, что вы корректно используете как бы все, что я сказала. Я бы хотела попросить, если кто-то сможет помочь нашему приюту, одним словом, да, потому что наш приют сейчас не действует круглосуточно, потому что у нас нет финансирования, а ко мне обращаются каждый день. Я чувствую такую ответственность. Я бы хотела, чтобы нам доверяли нашему приюту. Я бы хотела попросить о помощи. Дорогие друзья, мы сегодня обязательно после вот этого видео мы выставим счет под видео, куда можно будет отправить деньги. Пожалуйста, поддержите приют, который создала Маргарита. Он очень нужен нашему обществу. Это как бы островок любви, островок надежды, островок поддержки тех, кто сейчас находится в состоянии насилия. Поэтому, дорогие друзья, поддержите, пожалуйста, чем можете. Но если вас не могут поддержать деньгами, можно какой-то материальный, там, допустим, какие-то вещи принести или продукты. Да, 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 конечно, одежду, продукты, вещи. Вообще было бы здорово. У нас нету своего помещения, мы арендовали все время. Да, может быть, у кого-то будет помещение, мы бы сами бы его привели в порядок, отремонтировали бы и как бы запустили бы. Но я думаю, что и с помещением это абсолютно не проблема. Сейчас, в принципе, Да, много людей, которые имеют свободные какие-то помещения. да. Поэтому мы обращаемся ко всем, кто нас слушает, кто нас слышит. Пожалуйста, помогите развитию, дальнейшему развитию этого приюта Араша. Кстати, а как переводится Араша? Араша в переводе с казахского в словаре переводится как заступничество, одним словом, да. А на самом деле это такой возглас междометия, тогда, когда две стороны противостоят, происходит, как бы условно говоря, там стычка, столкновение, то кто-то начинает кричать «Араша, Араша», то есть помоги, спаси, заступись, заступись, рассуди нас, как-то так широко. Ну, раз мы стали, значит, сейчас переводить название Араша, то и скажите нам, пожалуйста, почему вас зовут Маргарита? Имя не А, познали. Да, на самом деле меня назвали Ритой, моя мама. Мне это имя больше нравится. Но в советский период, в 65-м году, паспортистка. А попозже меня же все-таки у дедушки воспитывали, да, и дедушка пошел уже в 2 года, даже, нет, 16 лет, да, в 16 лет получать паспорт, и дедушка мне повел в паспортный стол, и паспортистка Татьяна Ивановна мне сказала: ты сейчас девочка, тебя зовут Рита, ты вырастешь, тебя будут звать Маргарита. И сама своевольно просто взяла и написала мое имя Маргарита. Я думаю, здесь еще сыграла роль бутылка армянского коньяка.
который понес мой дедушка, наверное, в знак благодарности. А мы знаем, в советское время это был самый дорогой коньяк, он стоил 9 рублей. И я думаю, паспортистка просто разошлась и решила, как лучше сделать, и написала мое имя Маргарита, вот так вот. Почему я сейчас спрашиваю о вашем имени, потому что у Димаша маму тоже зовут Света, и очень многие мои Да, родители спрашивают, а почему русское имя у казахской женщины. Ну, там тоже своя история, да. почему ее назвали Светой, маму Димаша назвали Светой. Вот. Ну, так что вот так, друзья. Вот видите, встречаются казашки не с казахскими именами, такими как Маргарита, Света. Все, дорогие друзья, Да. на этом мы завершаем нашу передачу. Еще раз благодарим нашу Маргариту. Я говорю нашу, потому что вы на самом деле наша теперь уже. Мы думаем, что мы будем, наверное, Спасибо. делать еще с вами передачи в будущем, если, конечно, вы согласитесь на другие какие-то темы. Вот. И еще раз Хорошо. благодарю вас и хочу вам сказать до свидания. Спасибо, до свидания. Сау болыңыздар. Свободно. Всем спасибо. Счастливо. До свидания. Мгм. Дорогие друзья, я хочу сказать вам, что независимо от того, что существует множество каналов о Димаше, я считаю, что наш канал уникальный. Уникальный своим содержанием. Это подкастовый канал. Вы знаете, что я очень много работаю над этим каналом. Уже не 1 год. Вот в этом году даже будет 3 года. Друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Ставьте свои лайки, потому что это поддерживает наш канал. Все, дорогие друзья, до свидания, до новых встреч.